привет! И у нас с вами продолжение сериала про заплывы на нашей чудесной лодочке из Лего. И этот заплыв можно считать наиболее удачным, так как в этот раз никто не перевернулся и никто не уплыл далеко от берега. Да, конечно же, не обошлось без некоторых сложностей и небольших жертв, но в целом у нас все здорово, и давайте обо всем по порядку. Итак, какие же изменения произошли в конструкции нашей посудины с прошлого раза? С точки зрения корпуса было решено ничего не менять, так как данные пропорции показали себя прекрасно, корабль не тонул, корабль плескался на волнах, и было решено оставить все так, как есть. Ну, разве что в какой-то момент мне было немного скучно, и я решил его разукрасить различными декоративными элементами, чисто чтобы он выглядел немного повеселее. Добавил еще пару Power Function светодиодов на нос, просто потому что могу, и в дополнение к ним накинул пару автономных Lego модулей с красными диодами, чтобы если мы заплутаем в ночи, кораблик можно было отловить. Из значимых конструктивных изменений, существенно повлиявших на модель, можно отметить измененный редуктор, и по факту мы должны получить примерно 4-кратное увеличение скорости вращения винта. Ну и самое заметное нововведение — это, конечно же, винты. На таких огроменных винтах модель довольно резво набирает максимальную скорость, хорошо маневрирует и без каких-либо проблем наматывает на себя водоросли. И давайте вернемся снова на воду. И все маневры, которые видели до этого, выполнялись на минимальном режиме мощности бувис. Да, это был лоу, даже не нормал. И вот так вот резво моделька гоняет. Боюсь подумать, что она может вытворять на фасте. Ну и собственно вот тут вы можете увидеть, как моделька жжет на нормале. Больше я не включал, потому как разгоняться у берега среди мусора и водорослей мне не очень хотелось. А слишком далеко отпускать модель я не хотел, так как боялся и связь потерять, и в принципе она клевала носом периодически, потом из нее вышло несколько десятков грамм воды. Все-таки, видимо, где-то литол пропускал воду. Ну а теперь немного грустно, все-таки наш старый знакомый Посейдон не хотел отпускать меня без подношений. Ближе к концу моих заплывов у модели перестал работать правый винт, при этом было видно по валу двигателя, что сам мотор в порядке. Я решил было, что это водоросли, и достал модель из воды. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что винт абсолютно свободен, и присмотревшись внимательнее к своей модели, я увидел, что не достают шестеренки на 28 зубов. Окинув своим взором прибрежные воды, я решил, что ее, наверное, куда-то унесло все-таки, и не видать мне ее больше, но не тут-то было. В момент, когда начал было уже собираться, я заметил в воде что-то светлое и круглое. Это было не очень далеко от берега, и в принципе туда можно было дотянуться телескопической палкой. Я решил все-таки организовать донную экспедицию и разведать, что же это. Ну и собственно сейчас вы на своих экранах видите ту самую шестерню на 28 зубьев. Также в кадре промелькнула ось на 3, которую эту шестерню держала. И было сделано несколько попыток эту шестерню достать, но они не увенчались успехом, и в итоге я психанул и зарыл ее вместе с осью, ковырял, не получилось, забил. А в целом заплыв удачный, если бы лодка не клевала носом, я бы сплавал куда-нибудь подальше. А литола в этот раз я с собой не взял, поэтому подмазать возможности не было. Конструкция лодки в целом удачная, если грамотно загерметизировать швы, то, наверное, можно сплавать будет и подальше в следующий раз. Ну и на этом у нас все. Всем большое спасибо, всем пока, и бонусом в конце небольшая нарезка с оригинальным звуком без моего бубнижа.